Привет, я Настя. Я возвращаюсь из большого путешествия, где побывала у бабушкиных друзей в Осетии, Дагестане, Казахстане, Белоруссии, Татарстане, Бурятии. Дружба помогла мне с любовью посмотреть на обычаи наших соседей. И признаться, теперь мне хочется лучше узнать традиции своего русского народа. Настенька, девочка моя. Ай, моя. Ой, на тебе. Ну пойдемте, ребят, ну идемте в дом. Правда, ну очень рады. Ну идемте в дом. Ты из Бурятии, помнишь? Ну, дагестанские журавки. Это супруга Наримана Салмановича передала. Слушай, вот, это из Казахстана. Так, это из Беларуси. У них тут вообще это вот от Шакировых. Такое, такие часы. Мой, какая красота. Сколько тут подарков. Слушай, это Ислам Хаджисмелович. Спасибо, что ты привезла, довезла. Спасибо. Ну как же, я так рада была, все так тебя любят, вспоминают, все время спрашивали, как там бабушка, поживать все взяли. Я уже пригласила всех в Питер к нам. Нариман Салманович, дорогой ты мой! Алло, алло. Алло. Хорошо. Приехали, большое спасибо вам. Посмотрели все. Я вас обнимаю. Да нормально, живем, ноги только болят. Кунак булырсыз, Наденька. Ой, блин! Ну, пойди с бабушкой поздоровай. Здрасте, здрасте. Ну, перекрыли наконец-то. Ой, ты борушка, пораньше, ты за что мы божий манка, я за то люблю и много, что головушка кудрява, но головушка кудрява, а горошка кучерява, не видится до лица, и плюванию молодца. Привел Максима, своего давнего друга. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста, очень приятно. Проходи, садись. Я тут на раздаче стою. Я вам потом столько рецептов интересных расскажу, потому что я на самом деле, они же все, я же жила тут прям в доме, они меня научили готовить и пироги, и башбармак, и какие-то самые чак-чак. Да, совсем в тень мы с тобой по-другому делали. Там очень такой, да, интересно. Но все равно я поняла, что я, конечно, мало знаю вот о наших каких-то традициях. Вот, в Великом Новгороде тоже хороший. Сережа, я хочу по стране съездить. Надо везде побывать, все увидеть. Если у вас будет время, вы в Москву приезжайте, я вам город покажу. Москву, хорошо. Ой, волна, моя коробушка есть, и ситец, и парча. Пожалей
душа, зазнобушка, молодец, плеча. Вы не вейтесь, черные кудри над моею больной головой. Вы не вейтесь, черные кудри, Дуня, над моею больной головой. Этот храм срублен, ну, как говорили наши советские экскурсоводы, без единого гвоздя. В строительстве на первый план часто выходила проблема использования как можно меньшего количества металла в конструкции. И естественно, что когда возникала речь о народном зодчестве, о народной архитектуре, они говорили, вот сейчас-то мы тут металла бахаем много-много, а раньше Берегли. церкви строили без единого гвоздя. Как вы избегаете того, чтобы не покосилось здание? Как вообще это делали? Русские плотники имели свои секреты. Если, к примеру, сруб стоит на почве, как говорили, то есть непосредственно на земле, с северной стороны, где нет прямого солнечного света, бревна начинают гнить. И плотники делали просто. Они заходили в подклет и клином вышибали бревна южного фасада, с тем, чтобы здание пришло в вертикальное положение. Дом Аксиньи Лоховой и не имеет Даже очень... имя сохранилось. А то у нас дали фотографии этой хозяюшки, Да? она очень похожа на вас, кстати. Да? Так что можно считать, что это ваш дом. Ну что ж, представляю. крылечко невысокое. Пойдемте, может, зайдем. А как вот эти вот рогатины называются? Эти крючи называются курицы. А я думала, курицы живые. У нас курицы все двухметровые. Курица – это, ну, такая еловая жертва, неотъемлемый элемент безгвоздевой конструкции крыши. И вплоть до... Еще в начале 20 века многие костромичи, когда покупали самовары, ставили их поближе к иконам, потому что блестят, как чеканные оклады. Не знали, что делать с самоварами. Такой самовар вошел в традицию где-то ближе к 30-м годам, к сталинским Да временам. что вы. А вы думали? А как я думала, это всю жизнь. Ну. Сколько Россия живет, Изучайте матушка. историю. Будьте аккуратнее, воронец. А самовары изобрели в России. Англичане говорили, что после появления чая на Руси русские были такими умельцами, что придумали машину для приготовления чая. Но самовары действительно были дорогие, продавались самовары дюжинами. И в 19 веке на ярмарках самый дешевый медный самовар стоил 3 рубля 15 копеек. Дороговизна страшная. Да, по крестьянским меркам очень дорого, если учесть, что 18 копеек стоила овца. Здесь вот кожаные сапоги, да, это обувь самая недорогая, каждому это было под силу купить. Лаптей не находят в новгородском культурном слое. Вообще лапти носят 3-4 дня, затем они протираются. Да? Да. Ну, даже их крестьяне и берегли. И вот всю дорогу, если куда-то он пойдет босиком, если тепло, да, если погода позволяет, а лапти повесить или на шею, или на телегу положат. Первая школа в Новгороде, она основана еще в XI веке Ярославом Мудрым. Традиция образования, она
не пресеклась. Обучали и мальчиков, и девочек, потому что много писем, они обращены к женщинам или написаны самими женщинами. Вот как то письмо, о котором мы уже говорили, да, поклон от Фавронии к Феликсу с плачем. «Бил меня пасынок и выгнал меня со двора. Велишь ли мне в город ехать или сам приедешь, убитая?» Ой, Господи, так пусть разгорится сердце Твое и тело Твое, и душа Твоя страстью ко мне, и к телу моему, и к виду моему. Любовный заговор.